Если вы боитесь пауков, то, возможно, вам не стоит посещать Марс. В марте 2025 года марсоход НАСА Perseverance обнаружил на поверхности Красной планеты нечто, что было похоже на кучку крошечных паучьих яиц. Это нечто состояло из сотен маленьких круглых шариков, слипшихся вместе, образуя нечто, что вызывало непередаваемое чувство тревоги. Ужасает ли мысль о том, что все эти предполагаемые яйца вылупятся и станут полчищами ужасных существ? Неужели полчища восьминогих существ заполнят Красную планету? Однако, скорее всего, нет. То, что нашел Perseverance, на самом деле просто лежало на холме ведьминого орешника, расположенном недалеко от края кратера, образовавшегося от древнего водоема. При ближайшем рассмотрении это оказалось камнем странной формы, на поверхности которого находился небольшой слой красной марсианской пыли, дающий этому образованию необычный вид. К сожалению или к счастью, это не были яйца загадочных марсианских пауков. Тем не менее, эта формация действительно выделялась на фоне остального, вызывая интерес и интригу. Команда Perseverance назвала странный камень «Залив Святого Павла», что лишь подогрело интерес к данной находке. Ученые именуют его «плавучим камнем», что в свою очередь указывает на то, что он был образован не в том месте, где его найдут, а каким-то образом был перенесен к этому месту в течение долгого времени. В данный момент у нас нет достаточной информации, чтобы выяснить его происхождение и причины его странной текстуры, но работа над этим вопросом продолжается. Но это не единственная загадка, связанная с этим камнем. Что-то должно было сдвинуть его с места, и ученые готовы рассмотреть различные теории, чтобы объяснить, как это могло произойти. Одна из теорий предполагает, что камень мог образоваться в результате удара метеорита о Марс, который привел к разрушительным последствиям. Мощный удар, которому он подвергся, мог поднять камни в воздух, и эти кусочки затем остыли и сформировали крошечные шарики, которые мы видим в данный момент. Если это действительно так, это может дать нам новую информацию о том, как крупные столкновения перемещают объекты на Красной планете и какие последствия у них могут быть в долгосрочной перспективе. В НАСА также считают, что камень мог просто скатиться с холма ведьминого орешника. Возможно, он появился из одного из темных слоев на холме, что тоже требует дальнейших исследований. Эти слои были замечены из космоса и интересуют ученых. Следующей задачей для них будет более тщательное изучение холма, чтобы выяснить, состоит ли его материал из того же вещества, что и камень из залива Святого Павла. Если это так, это может означать несколько вещей, которые могут изменить наше представление о Марсе. Возможно, в этом регионе имела место вулканическая активность или было падение крупного метеорита, как это обнаруживалось ранее в других исследованиях. Если такая теория окажется верной, есть вероятность, что некоторые из этих пород могут содержать окаменелости, которые относятся к древним микробам. Именно поэтому НАСА планирует вернуть некоторые образцы камней на Землю в 30-х годах в рамках миссии Mars Sample Return, которая будет непосредственно связана с изучением марсианской геологии. Мы сможем осуществить детальное изучение образцов, возможно, найдем следы древней марсианской жизни, что было бы настоящим прорывом в космической науке и могло бы изменить наше понимание о существовании жизни вне Земли. Самое интересное в этой истории заключается в том, что ученые уже не в первый раз сталкиваются с так называемыми арахнидами на Марсе, что вызывает удивление и даже смех. Пауки на Марсе — это Марса. Это прозвище, которое получило странное образование на поверхности планеты, ставшее объектом изучения. В различных местах на Красной планете можно наблюдать большие темные трещины, которые расходятся как паучьи лапки, создавая диковинные узоры. Некоторые из них просто огромны, почти километр в ширину, и выглядят весьма впечатляюще. Снаружи они напоминают кучи жутких гусениц, ползущих по поверхности планеты, и создают непередаваемое зрелище. Эти необычные формы впервые были замечены орбитальными аппаратами Марса в 2003 году и с тех пор регулярно появляются на спутниковых снимках, привлекая внимание как ученых, так и обычных людей.
Поначалу никто не мог понять, что это такое, но теперь ученые уверены, что они формируются, когда лед из углекислого газа, иначе называемого сухим льдом, на поверхности внезапно превращается в газ. Это резкое изменение приводит к тому, что газ прорывается сквозь лед, вырезая все эти странные трещины, что вызывает большой интерес. Еще более удивительно, что ученые НАСА смогли воссоздать этих марсианских пауков в лаборатории на Земле, что открывает новые горизонты для исследований. Они разработали специальную установку, имитирующую условия на поверхности Марса, и с большим интересом наблюдали, как крошечные версии пауков формируются прямо у них на глазах. Команда пыталась осуществить этот эксперимент в течение 5 лет, и когда это наконец произошло, ученые были вне себя от радости, что смогли достичь такого успеха. Команда проверила эту теорию с использованием специальной камеры под названием «Дасти», которая, как ни странно, действительно так называется, да еще и является довольно интересным технологическим устройством. Она размером с бочку и способна воссоздать ледяной холод и условия сверхнизкого давления, характерные для Марса, доходящие до температуры минус 185 градусов Цельсия, что является серьезным вызовом для ученых. Исследователи также поместили в камеру искусственную марсианскую почву и покрыли ее льдом СО2, создавая условия, близкие к настоящим марсианским. Затем они использовали лампу под почвой, чтобы нагреть ее так, как Солнце нагревает поверхность Марса. И это был довольно сложный эксперимент. Их эксперимент оказался успешным, и маленькие паукообразные фигуры формировались точно так же, как на Красной планете, что было для них настоящим достижением. Исследование также открыло кое-что новое, что стоило всех усилий, ведь команда нашла, что лед формируется как на Марсе, так и внутри Земли, что приводит к тому, что почва трескается вместе со льдом при изменении температуры. Это может объяснить, почему ноги марсианских пауков имеют зигзагообразную форму, а не прямую, как мы могли бы ожидать. Теперь ученые хотят провести дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить больше о марсианских пауках и понять, какое влияние на их форму и поведение оказывают различные климатические условия. Например, уже сейчас они хотят выяснить, почему эти уникальные образования появляются только в некоторых местах Марса и почему их не становится больше с течением времени. Красная планета, похоже, любит ставить землянам забавные загадки, и это только добавляет интереса к ее исследованию и изучению всей этой интересной информации. Интересно, что в апреле 2023 года марсоход Насунити, сделав перерыв в поисках признаков древней воды на Марсе, наткнулся на нечто любопытное – камень, который выглядел как «книга путешествий». Удивительно, но позже ученые поняли, что это просто камень, но он действительно напоминал мелкий переплет, застывший на странице, что сразу же привлекло внимание. Этот загадочный камень-книга имеет ширину всего 25 сантиметров, что делает его довольно компактным для транспортировки. Хотя в нем нет древних марсианских историй, его удобно брать с собой в путешествие, и, вероятно, он будет интересен не только ученым, но и туристам. В январе 2023 года Университет Аризоны опубликовал странное изображение, вызвавшее бурную реакцию общественности. Скальное образование, напоминающее морду гигантского плюшевого медведя с выражением на лице. У него были 2 выразительных глаза – бусинки, нос, пуговка и рот, что придавало ему довольно комичный вид. Снимок был сделан орбитальным аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, находившимся на орбите вокруг Красной планеты, и его результаты были довольно впечатляющими. Ученые из Университета Аризоны объяснили, что лицо плюшевого мишки, скорее всего, это просто естественное образование, как, например, холм или курган в центре древнего кратера, но это все равно осталось на долгое время в памяти человечества. Тем не менее, следующая находка просто ошеломляет воображение и открывает новые горизонты для понимания Марса. В 2004 году марсоход NASA Opportunity обнаружил на Марсе круглые камни, напоминающие чернику, но это не те балки, которые вы добавляете в кашу для улучшения вкуса.
Эта черника, на которую вы сейчас смотрите, состоит из железа, и это служит доказательством того, что на Марсе когда-то было много воды, что значительно меняет представление о этой планете. За миллиарды лет вода выровняла их и создала эти маленькие шарики. Ученые полагают, что они образовались в том времени, когда Марс был намного более влажным, чем сегодня, что открывает новые двери для исследователей. Эти насыщенные железом черничные шарики имеют важное значение, поскольку они свидетели того, что Марс в далеком прошлом мог быть совершенно другим местом, идеальным для зарождения жизни.